Итак, первым делом на нашу доску мы монтируем мембрану. Вот она, мембрана Стенофон 190 тип B. Можете посмотреть, кому интересно, поставить на паузу. Отпиливаем доски. Вдоль пилим циркулярной пилой. Выпилы внутри делаем лобзиком. Крепим доску на теплоотражающую мембрану. Проверяем обязательно куском трубы, все ли у нас замечательно. Можно проверять теплораспределительной пластиной. Глуши. После того, как доски мы закрепили, монтируем теплораспределительные пластины на саморезы 2,5 на 20. Вот таким вот образом. Монтируем трубу внутрь теплораспределительной пластины. Как это происходит? Обязательно, когда мы выгибаем трубу, ни в коем случае нельзя использовать никакие фены, ни нагревательные элементы. Труба должна ложиться самостоятельно. Еще важный момент. Расстояние 16 сантиметров. Тогда можно сделать идеальный радиус. То есть без всяких нагреваний и так далее. Еще раз повторюсь. Доска у нас шириной 14 сантиметров. То есть вот. Выглядит все вот так вот. Вокруг там всяких преград приходится обходить вот так вот. Есть еще один вариант. Такой же у меня вот здесь. Итак, трубы мы замонтировали. Теперь начинаем паять полипропиленовые трубы для подключения коллектора к основной трассе. Вот она, основная трасса. Это подача. Это обратка. Соответственно, сам коллектор. Трубы я подвел и обжал под пресс фитинг. Таким вот образом. Опять же, подача, обратка. Краны для спуска антифриза. Циркуляционный насос. Система поддержания температуры. Соответственно, термометр и спускник. А это у нас расходомеры. Вот сейчас подключу его к основному коллектору и буду заполнять систему. Итак, к основному коллектору я все подключил. Вот опять же можно посмотреть. Линия подачи, она приходит вот сюда. И линия обратки, она приходит вот сюда. Соответственно, вставил термостатический модуль с датчиком внутрь вот этого узла. И заполнил систему антифризом на основе пропиленгликоля. Как я это делал? Я, значит, выкручивал, перекрыл основной коллектор, ставил только подачу и обратку общую и заполнял систему по одному контуру. То есть закрыл все остальные, заполняю, начинаю заполнять
через специальный у меня вводной, ну, насос всасывающий, он дает, как бы создает давление и заполняет. Соответственно, я открываю контур и открываю вот этот кран на обратке и прокачиваю. Все вместе с воздухом выходит, даже воздухоотводчики не надо, не обязательно использовать. Они сработают свое дело. И после этого каждый контур я прогнал, вот, и дальше подсоединил к системе. Дальше затопил котел, выставил автоматику, попробовал во всех режимах от 30 до 50 градусов. Все работает. Расход жидкости составляет 2,5 литра в минуту. Можно уменьшать, настраивать вот расходомерами. Насос кушает 30 ватт, соответственно, его необходимо будет подключить вот к контроллеру, который будет включать его непосредственно тогда, когда котел заработал. Ну и можно будет выключать и включать электронно-теплый пол. Но об этом отдельное видео, об автоматике, как это все работает, это я обязательно сделаю. Ну и совместная работа всей системы отопления вместе с котлом. Итак, надеюсь, что мое видео хоть как-то стало для вас полезным. Делайте теплые полы без стяжки. Радуйтесь, ставьте, устанавливайте котлы. Обязательно подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья!